of the Russian astrologers. Особенно та часть, когда астрология была во время войны, до войны, та часть, когда астрологи были их подвергнуты репрессиям. Maybe your own story. Или, может быть, вашу личную биографию. Вообще, после 29-го года астрология у нас была совершенно запрещена. After the 1929, astrology in general were forbidden. Наверное, ему известно, а может быть нет, что в 29 году все астрологи были расстреляны. Probably you know or not, don't know, but in 1929 all the astrologers were shot. At that time. В это время. Да. А я находился за границей, так что abroad, so it didn't touch me. Ни до войны, ни во время войны, ни после войны здесь у нас в Советском Союзе никаких вопросов не было по поводу астрологии. Она была вообще запрещена. И никто даже не знал, что такое. Neither before the war, during the war, even after the war, there were no astrology at all. Even people didn't know that astrology exists in the world. And you were in Germany at А that вы были в time. это время в Германии? Я из Германии был вызван сюда в 1942 году. I was called to return back from Germany in 1942. Нет, я в Германии был в поле. I was in Germany. I was like illegal person in underground. Я там начал учиться. I started education there. Поступил в университет Берлинский и биорадиологический институт. Это один. I entered the Berlin University Radiological Institute. Биорадиологический институт. Radio Institute, Biological Radio. Это один из 50 засекреченных институтов Гитлера. It was one of the 50 secret hidden institutions of Hitler. But I know that many of the German astrologers during the war were also sent to concentration camps. Но я знаю, что многие немецкие астрологи во время войны их тоже послали в концентрационные лагеря. Да, кто не были расстреляны, тех послали в концлагеря. Of course, who were not shot, they were almost sent to the concentration camps. Which astrologers were working in that institute? А какие астрологи работали в этих институтах, засекреченных институтах? Там не только астрологи. У нас астрология была одним из основных предметов. Нас готовили для обслуживания высших полков. Да. Because it's to me it's also very important because Для меня это очень важно. To see the story of astrology, because it's not... Увидеть историю астрологии настоящую. Ну да, но я говорю, что это был астрология у нашего института был только одним из основных предметов, но не главный. It was one of the main disciplines in our universe, but not the only, not the major one. У нас главная цель была подготовить людей для поддержки отдельных лиц верхушки. Magicians это магии такие. Совершенно верно. И это самое, что сейчас называется экстрасенс, это нас там подготовили. Нашими преподавателями были тибетские ламы, китайские врачи, японские специалисты по всяким физическим этим. Да.
Ну и различные и западные специалисты, врачи. С третьего курса мы проходили уже практические занятия по медицине, клинике Волынского в Берлине. Волынского. И там работал известный врач Заломан, который лечил Ленина. Это самое. Okay. And he was a real doctor. Он был врач такой традиционный. Кто? Этот Заломан. Здесь только. Он был настоящим врачом. He was real doctor. Что значит Он настоящий врач. Он не был экстрасенсом. Нет, он специализировался по методику Кнейпа водолечению. Knife method. Yeah. Okay. Could you ask him if an occult person called Baden не было ли там оккультного человека по фамилии Баден? Was working at that institute in that time. Он работал в это время в институте в это время. Working with Kabbalah. Он работал методом Каббалы. В нашем институте он не был. No, he wasn't in our institute. Нет. At least at our institute. У нас был 50 таких институтов. He said, we had 50 such institutions. Так, в нашем Бадене не был. In ours he wasn't. He didn't work. Читали лекции, правда, разные спецы, притом и известная мадам Розенберг, француженка, но муж ее был немец, сын их был мой сокашник. И самая сильная личность из всей нашей группы. And he was the strongest personality, the strongest person among our group. Мадам Розенберг. В 1937 году. In the 1937. Уже выпустила брошюру о положении Европы до войны, во время войны и после войны. She wrote a book about the situation in Europe before war, during the war and after war, in 1970. Она была ясновидец. She was the third eye. Настоящий ясновидец. Некоторые пользовался спонтанными картинами, а по заказу своему, по желанию. It's not like when person just spontaneously use it. She can do it by her own will. To call her work. Это была ее работа. Да. She could do it at will. Она могла это делать произвольно. Да, настоящий ясновидец. Я такого другого просто не знаю. Have you ever met Ernst Kraft? Когда-либо встречали ли вы Эрнста Крафта? Ну как же, он у нас даже преподавал одно время. Вместе с Луи де Волом, если такой знает. Да, да. Это мой друг. It means he was from Hungary. Он же был из Венгрии. Он уроженец венгерец. He was born in Hungary. Yes. Но работал в Германии как журналист. But he went to London to work for the British government afterwards. А потом он поехал в Британию работать для британского правительства, не так ли? Все я расскажу. I will tell you all the whole story. Thank you. At the time where you were studying astrology in Berlin. И в то время, когда вы изучали астрологию в Берлине, did you know at that time what the astrology and the things you learned were used for? Знали ли вы, на что, для каких целей используется астрология тогда?
Ну как же, тогда я уже осознал просто это, осознал, что это не просто развлечение, а уже может иметь какой-то очень глубокие цели. Например, когда Роммель находился в Северной Африке, я у него был личным врачом. Луи де Вол в это время уже находился в Англии и руководил отделом при английского генштаба. I have read his book, Я читал его книгу Луи де Воля, он говорит. Есть книга у него. He had a book. It's called Astrology, I think Astrology for All. Астрология для всех вроде бы. And he tells his story and from his work during the war in the British Secret Service. Ну, тогда еще я скажу, что во время этой северной экспедиции я передал все сведения Луи де Волу. I gave all the data for Louis de Vol. О дислокации войск, техники. И поэтому Роммель и проиграл. А я все ему внушал, Роммелю, что ему мешает сам Гитлер. И уже тогда, когда он еще был там главнокомандующим, я уже мог его завлекать в противоборство против Гитлера. But do you know then the chart of Adolf Hitler? Знаете ли вы, что гороскоп Адольфа Гитлера? Because there is a saying in the West that the official chart is not the right one. Потому что говорят на Западе, что та его официальная карта, которую здесь просят, она неправильная. У меня все были. У нас были все гороскопы, все верхушки. Все верхушки. Could you maybe tell me the ascendant не могли бы вы мне of сказать the Hitler асцендент chart? Гитлера? Асцендент. If you can remember. Так просто я уже не помню. Я уже But не it means помню. that every German official, they had their charts made, so everything was like an astrological war machine. Насколько я понимаю, что раз на всех этих официальных лиц были карты сделаны гороскопы, да, то это означает, это была как астрологическая военная машина, как бы еще там. В каком-то смысле, да. Yes, in certain sense. В каком-то смысле, да. And as I have read in Louis de Vol's book, и как я прочел в книжке Луи де Воля, he was sitting in England, он сидел в Англии, trying to find out what Hitler's astrologers were saying to him. Стараясь угадать, как бы, что же астрологи Гитлера ему говорят, Гитлеру. Ну это можно было и не гадать, потому что это все просто ему передали. He should not guess because he just knew, because people sent him information. Я хочу еще сказать, I just want also to say, что Луи де Вол был предупрежден. That Louis de Vol, he was told in advance. Никаких, he was told in advance. Никаких особенных тайн в своих записях не оставить. Not to keep any special secrets in his papers, in his notes. И только я лично знаю, Only myself, I know it. Что открытие второго фронта That the beginning of the second front зависело только от него. От Луи де Воля? Да. Was dependent only on Louis de Vol. Dependent. Yeah.
only Louis the Wall was the person who influenced the opening of the second front. Это точно. And it is, I'm sure it's exact. Это точно. And what he means that Вы имеете в виду, что that Louis de Wall calculated that second front in что он advance. вычислил открытие. Совершенно верно. Yes, exactly. Okay. Совершенно верно. Это был вычислено. Поэтому Советский Союз очень обиделся на союзников, что они очень опаздывают. And Soviet Union people there in Soviet Union officials were insulted that England and other they didn't want to open the second front before that. Okay. It's because in his book, in Louis de Wall's book, А в книге Луи де Волля it is written as if he was doing a great deal of research and didn't know very much about what was going on in Germany. Он писал, что он как бы делал много исследований, но на самом деле он не очень хорошо знал, что же происходит в Германии. Это точно. Он хорошо знал. No, he knew exactly. Очень хорошо he знал. Knew very well. So it's very interesting Это what очень you're telling me интересно, here. что вы мне сейчас это говорите. Ну, что я только это подтверждаю, что это так. Это я подтверждаю, что это действительно так. Потому что во время войны астролог Германии, которые остались живыми, были вынуждены покинуть свою страну, где-то спрятаться. Да. Например, у нас по астрологии какие педагоги были известны. For example, such famous astrologers, they were in our institute, they were teaching us. Например, Ева и Херберт Люэлен. Да, тоже наши педагоги. They were our teachers. Эбертин, мадам Эбертин, это мать Рейнхолда. Yes, mother of Elizabeth. Элизабет, да, конечно. And can you remember other names? А другие еще кто-нибудь, кто там был? Были еще другие. Some others also. Erich Karl Kür? Но их уже не имею еще права. No, but I have no right yet to tell about some of them. Я тоже два раза предупрежден, Because I was told also twice, что табу отменяется только в 95 году. that taboo will be Табу finished- молчания. Yes, taboo of silence will be finished only in 1995.